Телекомпания Загадка представляет. How about we just shake this stuff off and go to the mall? Одно слово – минимализм. Причем до такой степени, что даже сами разработчики позиционируют серию игр «Досье», или в русской версии «Дело», как игры на скорую руку, то есть такие, которые можно купить, установить, без лишних проволочек начать играть, по-быстрому пройти и тут же забыть. Да чего уж там, для этой игры даже не стали выпускать полноценный гайд, как заведено в компании. Стало быть, коль это самая быстрая игра на Диком Западе, значит и заморачиваться не нужно. И такой подход прослеживается во всем. Стол Нэнси изменен, и теперь на нем лежит, сука, кортик. А Нэнси знает толк в самообороне. Зато отсутствуют пасхалки из предыдущих игр и архив расследований. Вместо обычных 3D кат-сцен мы имеем набор сменяющих друг друга кадров, иногда анимированных, со звуковыми эффектами, по большей части заимствованными из предыдущих игр. Отсутствует традиционное приветствие игрока главной героиней. Практически полное отсутствие вторых шансов, ключевой фишки серии. Единственное подобие появляется лишь под конец игры. Отсутствует выбор уровня сложности. К чему лишние челленджи, если игра проходится меньше, чем за 1,5 часа? Логично, не правда ли? Непропускаемое обучение. Поскольку в игре нет свободного перемещения, миниатюрная 2D-карта не имеет никакой практической пользы для игрока и тупо сообщает, в какую локацию вы направляетесь. В меню целый раздел отведен под мини-игры. Хотя мне сложно представить, кому вообще будет интересно их перепроходить, учитывая, что большая их часть – сплошная содомия и жопная боль. Игра слишком сильно наказывает геймеров за просчеты. Неверное сочетание предметов, ошибочная реплика, неверные действия. Все это приведет к тому, что вы легко похерите драгоценные комбо, которые копили 10 тысяч лет! Игра медленно превращает вас в педантичного задрота с ОКР. И все ради достижения секретной концовки. Все началось с письма от знакомой и знакомого моего отца. Изысканные деликатесы, которые Нэнси никогда не попробует. Не то чтобы она вообще потребляла калории в этой игре. Можно оборвать Нэнси на полуслове и со скоростью обдолбанного школьника на дискоче перескакивать реплики в диалогах, но пропускать заставки и всякие нудные моменты – ни-ни. Чрезмерное использование бэктрекинга. Нэнси тратит солидную долю времени, архивируя и конспектируя все предметы, с которыми ей приходилось иметь дело, а также все записки, плакаты розыска и тому подобное. Понятно, что это игровая условность, но настолько дотошным детективом быть нельзя. Почему к приезду Нэнси здесь имеется поврежденный шланг, пустой бак, неработающая лампочка с погнутыми контактами, валяющаяся цепь, разбросанные винтики и прочие разъебанные конструкции, невыполненные дела и проебы других людей? Почему тут никто мышей не ловит? Потому что у нас есть жена на час с почасовой неоплатой. Активная анимация персонажей, вернее верхней их части, присутствует, но лишь в начале, иногда в середине и в конце диалога. А большую часть времени нам приходится довольствоваться стоп-кадрами. Возможность выбора ответа, если раньше имела смысл и придавала хоть какую-то интерактивность и была нужна для сбора улик, в этой игре реализовано нереалистично и просто тупо. У вас есть 5 вариантов ответа, большая часть которых полный бред. За неверные ответы Нэнси может прослыть имбецилом, а вас лишат очков. В большинстве случаев неверная реплика очевидна. Тогда зачем раз за разом проверять игрока на адекватность? В реальной жизни вы тоже задумываетесь, какой бы еще бред ляпнуть? Конечно же, раритетные пластинки 1936 года ежедневно кто-то утилизирует в канализацию, чтобы случайно оказавшийся рядом детектив их подбирала. И да, слушать все эти аудиозаписи ни разу не интересно. Но это субъективно, of course. Порядок осмотра всех предметов на локации чересчур строгий. Несмотря на то, что Нэнси ничто не мешает его нарушить. Большого брата нет, большие закидоны геймдизайнеров есть. Нэнси, мне нужно, чтобы ты пошла на Мейн-стрит и забрала Анх. Я в рот не ебу, где он там находится, и тебе, возможно, придется нарушить закон и взломать дверь в ломбард, в котором, возможно, находится ящик. Ах да, я же этого не знаю, поэтому тебе придется рискнуть своей задницей ради меня. Но по-любому тебя никто не запалит, сигнализации в ломбарде нет, но это опять же не точно. В общем, мое дело приказать, а твое дело страдать. Простой поход за реквизитом превращается в незаконное проникновение со взломом и поиском кисы. Ключевые предметы до сих пор находятся в читабельном или пригодном состоянии, а также валяются на каждом углу, чтобы Нэнси их подобрала. Классика. Невозможно сосредоточиться и проходить этот сегмент под пристальным взглядом и замурчательным звуковым сопровождением сэра Котейкина. Уж слишком это мило.
Прошу вас, найдите игрушечную мышку и отдайте Ури, иначе он будет мяукать вечно. Он не любит незнакомых людей. Излишнее использование и переигрывание одних и тех же мини-игр. Один грёбаный взлом нужно произвести целых 6 раз. 6! 6, Карл! А еще называйте меня слоупоком, но я только в свои 26 годиков узнал, что эти элементы не обязательно юзать в этом порядке. А можно просто взять любой из доступных. Ну да, пошел я нахер. Ты как прекрасная статуя. И у статуи... И у статуи нету... Как эта статуя вообще включилась, если видно, что оголенный провод мало того, что не подключен к источнику питания, так еще и устроил электроловушку? Хотя этот самый провод исчезает между кадрами. Посылы этой игры далеко не всегда очевидны. В распоряжении героини поначалу только 3 основных действия. Подозрительно посмотреть, полапать и посветить. Не осветить, а посветить, от слова свет. У нас же тут не РПЦ. И если ваш образ мышления отличается от заложенного программистами, вы рискуете надолго зависнуть на тех или иных моментах. А еще можете просрать заработанные комбо-очки. К примеру, в этой сцене нужно найти черную кошку в темном месте. Разве не логично воспользоваться фонариком для этих целей? Но нет. Игра принуждает использовать именно кнопку визуального осмотра. Но по иронии судьбы, в заставке Нэнси воспользуется именно фонариком. И таких ситуаций довольно много. И это печально. Даже в этой игре, учитывая, что она отнюдь не из ранней серии, есть элементы откровенного пиксель-хантинга. Криповый статичный код. Охуенно Артур придумал ныкать записку с секретным кодом на потолке, как бельмо на глазу, при условии, что достать ее может каждый при желании. Я уже молчу про его экстрасенсорные способности, раз он узнал, когда именно Нэнси проникнет в его офис. Ох уж этот Артур. Зачем Нэнси с такой дотошностью и детальностью рассказывать, вернее даже отчитываться о своих предыдущих злоключениях практически в каждом втором диалоге? Разумеется, все это для того, чтобы поймать вас на очередной витиеватой фразе и лишить драгоценных очков. Зачем нужна вся эта многоходовочка с настройками камеры, если даже невооруженным взглядом видно, где находятся сломанные леса? Нэнси не стесняется залезать на нихуя не низкие леса без страховки, рискуя сломать себе шею ради очередной просьбы. Сердобольная эта девка. Черный кис не только выполняет важную функцию развлекать игрока, но и служит отличным пинком под зад основному сюжету. Ведь не гонись Нэнси за этим черным комком милоты, расследование зашло бы в тупик, улики не были бы найдены, а злодей не раскрыт. На самом деле это черный кот должен пожинать все лавры. Среди кучи неразборчивых записюлек Артур оставил свою подпись максимально четко, чтобы пополнить вашу копилку подозрений. Хорошо, что Джизус Нэнси ходила в круг умелые ручки и в кратчайшие сроки смогла вспомнить навыки плотника и забацала новую рампу, еще лучше прежней. Так, стоп. А как ей удается перемещать рампу без использования ручек и пульта управления? Игра не позволит обнаружить вам бусинку, а также посмотреть на табличку над шкафчиком Иды до того, как вы наведете марафет. Силы гравитации перестают работать в этом моменте, а сброшенные хлыстом предметы остаются целыми и невредимыми. Это ли не мистика? Эй, это ты новая помощница продюсера? Да, это Пизда. я. Мне очень нужна помощь в баре. Может, ты приготовишь несколько коктейлей? Ну конечно, у меня же на лбу написано, что я детектив и люблю выполнять всякие поручения. Ну то есть рядовому посетителю бармен предложил бы сесть, пропустить по рюмочке, но не в этом случае. Ах ну да, нужно больше мини-игр, забыл. И опять-таки Нэнси повезло, что случайные посетители вдруг знают, какой коктейль любит заказывать здешний Квентин Тарантино, и по доброте душевной решают рассказать об этом так громко, чтобы Нэнси наверняка услышала. А еще бар возле киностудии в Голливуде, в котором не предлагают алкогольные напитки, обречен на провал, по определению. И не надо мне тут говорить про рейтинг. Ох уж эти страшные стоп-кадры. Первого фараона, кажется, снимал... Я что, блядь, должен был это запомнить? То есть, здешний Морган Фриман, которого нехило разнесло от хорошей жизни, не просто предлагает, а настаивает на очередной операции по взлому с проникновением. Хотя, клептоманке-домушнице Нэнси лишь в радость. Где персонал на ресепшене? Беспредела проходной двор. Если бы все стелс-экшены были бы настолько просты.
Хорошо, что у меня есть отмычки, но вот этот ящик я вскрывать не буду, дабы не вызывать бугурту геймеров, которым и так не въебались все эти 6 мини-игр со взломом. Куда лучше поместить служебную записку? Правильно, давайте захерачим ее в конфеты для постояльцев, чтобы и вкусно, и загадочно было. В игре, одним из принципов создания которой была экономия, говорят про экономию. Какая ирония? Экономичная ирония. Клише черепашек-ниндзя. Надень пальто и шляпу, и тебя никто не узнает. Как удобно, что камера не зафиксировала кражу имущества, принадлежащего отелю. К слову, чтобы украсть это самое имущество, нужно проделать такие многоходовочки, от которых сценаристы самых запутанных сюжетных аниме словят когнитивный диссонанс. А еще удобно, что все пакости Нэнси так и останутся безнаказанными. Эх, Это все хорошо, конечно, но при работе с такими замками требуется не только вставить карточку размером с подсолнечный крекер, но еще и ввести код. Хотя куда я лезу со своим реализмом? Нэнси, я бы не рекомендовал тебе так делать. Прецедент у нас уже был. Да. Пизда. Я стою перед тем, что раньше была гостиницей «Каюта капитана». Что случилось? Начальник пожарной охраны говорит, что кто-то забыл выключить утюг в твоем номере, и поэтому гостиница сгорела. Ух, как неловко-то получилось. 21 век, но телек включается только с помощью пульта. И как удобно, что у тёлки с новомодной прической в стиле швабра в номере оказалась электрическая зубная щетка с батарейками, которая идеально подходит к пульту. Этим отелем наверняка заправляют, раз такая простая функция, как восстановление пароля, оказывается за деньги. Эй, ну ладно, так и каждый выкручивается как может. Такое чувство, что швабра страдает амнезией, как Леонард из Мементо, раз пишет себе подобные напоминалки. По какому закону физики эта надпись по-прежнему держится на стекле? Предыдущая шутка про черепашек-ниндзя, оказывается, была с двойным дном. Интересно. Обязательные бонусные раунды. Нэнси за всю игру починила столько проводов, что ей пора прекратить называть себя детективом и потихоньку переквалифицироваться в электрике. Как попасть в реквизиторскую? Вход в реквизиторскую в соответствии с постановлением от 14 июля 1954 Я никому не разрешаю заходить в реквизиторскую. Реквизиторскую. Нэнси рассуждает, как типичная комсомолка. Что забавно, большую часть сюжетно важных вещей Нэнси находит во время ритуального процесса Халла-убирала. Это такой посыл эко-дрочеров или намек на то, что пока ты не избавишься от мусора, который тебя окружает в жизни, ты не отыщешь глубинного смысла и не познаешь истинную суть вещей. Что-то меня понесло. Нэнси, если ты не знаешь, для чего нужен лом, то у меня для тебя плохие новости. Где-то грустит Гордон Фриман. Это называется «подделал»? Даже я в школьные годы и то лучше подделывал оценки в дневнике. Нужно больше мини-игр. Зачем вообще морочиться с лазерами, если их можно легко отразить? А подобрать комбинацию можно простым перебором, даже без этой шняги с лампочками. Да, видимо, каждый первый персонаж страдает либо амнезией, либо долбоебизмом. Это единственная игра серии, где стычка со змеей никогда не приведет к смерти главной героини. Все правильно. Это мало похоже на шкафчик, скорее на какое-то убежище сатаниста, заваленное кучей всякого хлама. Мне тоже так кажется. Несмотря на то, что Нэнси расследует дело в течение одного игрового дня, в гримерке с каждым эпизодом таинственно появляется новый выпуск газеты. Опа, а вот и хоррор подъехал. Каким боком Нэнси успела разрядить батарею фонарика, если пользовалась им от силы минуту? Ну и дела. Кто-то выпустил всех рептилий. Нужно вернуть их в террариумы. Зовите меня Нэнси, опытный серпентолог и вообще терпила с яйцами. Судя по всему, Нэнси либо таскает с собой микроскоп, либо успела пересадить шеринган. Шел уже не первый час игры, а персонал на ресепшене так и не появился. А, я понял. Ничего ты, Степа, не понял. Это такой новый вид полностью автономных отелей, которые работают без обслуживающего персонала. А что, на дворе уже 2038 год? А нет, тут какой-то дебил оставил в фонтане свой пропуск. Значит, тут точно обитают люди. Глупые и странные люди. Нэнси опять-таки крайне повезло, что нерадивый электрик просрал ключ от щитка в холле, а нерадивые уборщики на него не натолкнулись во время исполнения своих прямых обязанностей.
Камеру безопасности можно отключить простым нажатием двух кнопок. Тык-тык. Забавно, что для работы с часами Нэнси нужен подручный инструмент, а вот для открытия камеры нет. Либо Нэнси слендер, либо она страдает гиперфункцией гипофиза. Клише этой игры. Засранные рабочие места или жилища, которые Нэнси предстоит как следует отпидорить. А может ли сироп с красителем окрасить лампочку так, чтобы она начала излучать красный свет? Давайте проверим. Для проведения эксперимента нам понадобится сироп гренадин, обычная лампочка и светильник. Я приобрел сироп гренадин производства фирмы Монин, поскольку он самый красящий из тех, что я знаю. Можете сами посмотреть на его цвет. Окунем лампочку, уберем излишки и установим светильник. Вот так горел светильник с обычной лампочкой, а вот так горит с покрашенной. Называется «Найди 10 отличий». Как вы поняли, одним лишь гренадином нельзя покрасить лампочку таким образом, чтобы она излучала красный цвет. Значит, грех. Но хоть слава Хенрику, что разрабы решили не воссоздавать ту головоломку с печатью фоток из платья для первой леди, тем самым не вдаваясь в самоповторы и не обрекая геймеров на полыхание горячих источников пятой точки. Как известно, аферисты промышляют в людных местах, но сегодня они проникают в ваши пентхаусы и ваши сапоги. Автономные отели просто кишат мошенниками, и пока одни ищут любовь, Нэнси хочет спиздить деньги с карточки. Череда совпадений. Дубль 2. Такое чувство, что это два сценариста игры тупо сидят и по полочкам докладывают Нэнси, куда ей нужно пойти, что сделать, и вообще предсказывают будущий сюжет игры. Фу, как халтурно. И вообще, мне резко расхотелось пить коктейль с сочетанием сырого яйца, алоэ, арахиса и апельсина. Как это вообще можно пить? Перенос тяжестей в видеоиграх никогда не был проще. Нэнси не обратит внимания на отвертку, пока не приготовит яблочный смузи. Почему это чувствительное стекло еще не треснуло? Можно подумать, в этом баре никогда не пользуются микрофоном и все ведут себя бесшумно. Мы что, на съемках тихого места? И какого хрена разбилось не это стеклышко, а одиноко стоящая бутылка? Ах да, в ней же был искомый ключ. Какой бармен додумался хранить ключ именно там? А что если случайно эту бутылку другой бармен выкинет или воспользуется по прямому назначению? Официант, у меня ключ в коктейле. А вы что, разве дверь? Видимо, персоналу надоело постоянно открывать и закрывать этот рояль, и от безысходности кто-то запульнул ключ куда подальше, и он угодил в фонтан желаний. Музыка убивает ваши нервные клетки. Нэнси заявляет, что мелодия красивая, еще даже не сыграв ее. И как удобно, что у нее припасена шпаргалка для тех, кто не шарит в нотной грамоте. Для меня в том числе. Нэнси на наших глазах из детектива-любителя превращается в мисс «Я же музыкальный гений, вы что, не знали? А ну-ка стой и смотри, как я рожаю мелодии, ни разу не взглянув на ноты». Нэнси оставляет на отъебись скрепленные скотчем ноты и не собирается нести ответственность за порчу имущества. Название нот по счастливому совпадению дает ей подсказку в расследовании. Хотя зачем, если сценаристы уже спалились и Нэнси знает, куда нужно попасть? Получается, весь сегмент с пианино и нотами просто не имел смысла. Я Нэнси. Починю вашу машину за считанные секунды. Хлоя Прайс, придержи мой коктейль. За все эти годы простое, прицел у этой статуи идеально откалиброван, на зависть Олли. А движение машины также идеально просчитано, и вообще кажется, что это беспилотное технологическое чудо. А вообще, откуда у статуи патроны? И да, Нэнси может вести программу вместо меня. Здорово. Интересно, а что потом делают с автомобилем? Если такой дизастер происходит с каждой задействованной машиной, сколько же машинам пришлось сменить? Заебищные мини-игры с перерывом в несколько минут. Только что разбитая хулиганкой Нэнси лампочка до сих пор горит. Идеальная точность и попадание в ящик с первой попытки. И естественно, никто до сего момента не удосужился на него наткнуться. Кажется, в подвал можно попасть через подвальные двери. Но вороны не дадут мне пройти. Нужно их как-то отвлечь. И что-то мне подсказывает, что здесь помогут цвета. Кажется, я знаю, какие голоса подсказывают тебе, Нэнси. Каким боком все эти предметы помогут отогнать ворон? Вороны что, настолько тупые, пугаются предметов, цвет которых похож на цвет колец на их лапках? Что это за хуйня? Многие игроки тупо сгорели на этом моменте. Вероятность перепроходить эту сцену минимум один раз крайне велика. А по какой адекватной причине вообще введено ограничение по времени? За Нэнси кто-то гонится или ей что-то угрожает. Или птицы решили спародировать сцену из одноименного фильма Хичкока.
постоянный ор здешних пернатых петучей. Шоколад. Клише этой игры. Каждая найденная ранее батарейка была куплена на Авито, и ее хватает ровно на пару минут. Еще одна головоломка на время. Какое совпадение, что Тарантино, Морган Фриман, Швабра и египетская мегаломанка собрались в одном месте для решающего разговора. Повтор одной и той же надоедающей головоломки, но хоть без тайм-трайл в этот раз. А, хуй там. Ограничение по времени снова не обосновано. Остается загадкой, почему Артур держит в сейфе болторез. Загадка его личности — единственная загадка, которую мне удалось отыскать в этой игре, чтобы оправдать ее название. Магия света вне Хогвартса. Почему, когда Ида проигрывает, мы все равно обязаны решить головоломку? Хотя в случае нашего провала почему-то наступит единственный полноценный второй шнапс. И вообще, эта идея с забрасыванием пещеры флешбомбами обречена на провал, потому что есть немалый риск уничтожения несущих балок и обвала. Процесс оцифровки найденной пленки остался за кадром. Снова экономия. В оригинальной концовке все клали хуй на провал фильма, на съемку которого были затрачены колоссальные средства. Голливуд, хули. И забавно, что успех или провал фильма зависит только от того, наберете вы искомое количество очков или нет. Судя по этой пленке, сокровище Карнака обладает свойством люминесценции, что противоречит свойствам натурального изумруда. Размеры изумруда на пленке и фотографии различаются. В оригинальной концовке текст письма Нэнси на бумажке совпадает с произносимым, а в секретной концовке он немного сокращен. У этой игры все-таки хороший конец, ведь котейки нашли дом, а это самое важное. Все правильно. Полезно, что в дневнике игры имеются все заметки, все сохраненные находки, видеоролики и карта. Жаль только, что большинство игроков узнают об этом лишь после прохождения игры, поскольку игровой процесс довольно стремителен и направлен на скорейшее завершение сюжета. Почему не предусмотрена возможность переиграть один из эпизодов, в котором вы набрали низкое количество очков? Ведь так было бы проще добиться истинной концовки без всей этой шляпы с переигрываниями. Все для игроков, как говорится. А ведь для достижения истинной концовки нужно нафармить целых 300 тысяч очков, мать их. Я протестую, это вообще безобразие. А теперь подведем итоги. Я уже говорил, что мало кому захочется это переигрывать. Да, мне ради выпуска пришлось это сделать, причем не один раз. Но вряд ли это будет интересно большинству геймеров. А все потому, что игра в целом сделана неплохо, но в ней много противоречивых элементов. Отчасти обусловленных тем, что геймдизайнеры сами расценивают досье как короткую игру из разряда «поиграл и забыл». Удовольствие от переигрывания досье не больше удовольствия от повторного прохождения второй части The Last of Us. Да-да, пошел я нахер. Снова. А учитывая, что Her Interactive предлагает более 30 полноценных и более интересных игр, серия досье быстро канула в небытие. Неудивительно, что третья игра этой мини-серии так и не вышла. И, кстати, если вы еще раз обратите внимание на вступительную заставку, то можете догадаться, что этих кадров в игре нет. Вполне вероятно, что компания планировала выпустить гораздо больше игр, но не срослось. Ну, либо это неиспользованные кадры, которые хотели задействовать в качестве затравки. И это получилось, поскольку они интереснее всего того, что происходит в самой игре. Ставьте лайк, если даже не знали, что такая мини-серия игр существует. Уверен, таких наберется много. Никуда не делся анонс следующей части, а также подборка смешных дублей и не вошедших материалов. Фотки сушатся, улики мутятся. Даже не знаю, что сказать. Ты чудо. Что? Ты принимаешь лекарства? Не поняла. Мне все равно. Это чушь. А ты странная. Есть еще умные мысли. Это глупо. С тобой все в порядке? Что? Я не совсем тебя понимаю. Что? Ты понимаешь, что говоришь? Что? Это чушь. Что? Ты меня смущаешь. Может, тебе стоит немного отдохнуть?
Что? Ощущается какая-то недосказанность. やっぱバカは芸術ってもんが分かってねえな。芸術は爆発だ。